Ночь в пустыне была на редкость беспокойной. Температура стремительно опускалась, ветер разгонял песок, а над горизонтом медленно сгущались черные облака. Археологическая группа, привыкшая к жарким дневным часам и спокойным кристально чистым ночам, не ожидала увидеть столь мощную бурю в этот сезон. Палатки затрещали под порывами ветра, и один из сотрудников, Джеймс, в очередной раз крепко затянул у основания трос. В этот момент рация подала необычный шум, словно кто-то, находясь вдали от лагеря, попытался выйти на связь, но вместо голоса раздались странные прерывистые щелчки. Шторм усиливался очень быстро. С неба хлестал редкий в этих местах ливень, казалось, что вся пустыня вдруг ожила и пошла в атаку на людей. В течение пары минут небо вспыхнуло фиолетовыми молниями, осветив песчаные дюны так, что они казались гигантскими волнами. Археологи забились в центр лагеря, когда за их спиной застучали по металлическим бакам какие-то тяжелые предметы. Подбежав, они увидели, что это были плотные сгустки песка, слепленные дождем и ветром. В самой гуще непогоды, когда снаружи невозможно было различить даже свои собственные шаги, вдруг резко изменилась работа приборов. Аппаратура, установленная для исследования грунта, начала фиксировать аномальные сигналы, резкие скачки электромагнитного излучения и странный жужжащий звук, похожий на работу огромного механизма. Один из ученых, Стивен, схватил переносной датчик и поднес его к палаточному выходу. Сигнал становился сильнее именно в ту сторону, куда только что ударила самая мощная молния. В лагере мгновенно прекратились все разговоры, каждый уловил что-то неестественное в этой буре. В центре разразившейся стихии одна из камер фиксировала на горизонте очертания крупного объекта, который до этого не был отмечен на картах. Сначала все решили, что это просто игра теней или результат помех из-за грозы, но смутный силуэт не исчезал, наоборот, он казался все ближе с каждым новым разрядом молнии. В этот же момент рядом с лагерем на песке появился широкий светящийся след, словно от гигантской ладони, выжженной электричеством. Всем стало ясно, что буря принесла с собой не только грозу. Датчик начал сигнализировать о резком изменении магнитного поля, и дисплей показывал значения, которые никто из команды никогда не встречал в условиях пустыни. В лагере началась спешка. Кто-то доставал блокноты, кто-то фиксировал координаты, а самые храбрые натягивали плащи и выходили прямо под удар стихии, чтобы разместить дополнительные приборы. Исследователь по имени Сара увидела в темноте маленькую вспышку синего света, исходившую из-за ближайшей дюны, и, не раздумывая, пошла в том направлении, чтобы понять источник сигнала. Ветер мешал слышать друг друга даже на расстоянии нескольких шагов, но именно в этот момент рация снова захрипела. На этот раз шум был структурированным. Сквозь шорох песка и грохот дождя пробивалась необычная частота, состоящая из повторяющихся импульсов. Трое археологов зафиксировали этот сигнал на диктофон, чтобы позднее расшифровать его. Все приборы, казалось, были на пределе своих возможностей. На мониторе эхолота появилось размытое изображение массивного тела под землей, и цифры указывали на то, что объект огромен. Буря продолжала разрушать лагерь, но внимание команды было приковано к загадочному сигналу и размывающемуся на экране силуэту. Когда стихия чуть поутихла, археологи уже понимали, под песком что-то есть, и оно явно реагирует на погодные аномалии. Свет молний, странные сигналы и следы на песке — все указывало, что ночь в пустыне останется для них незабываемой. Не дожидаясь полного окончания бури, Дэвид взял компас, мощный фонарь и вместе с коллегами направился к тому месту, откуда исходил самый сильный импульс. Их шаги тонули в песке, а впереди между дюнами начали вырисовываться очертания того самого объекта, который еще совсем недавно невозможно было заметить из-за песчаного шквала. Двигаясь на свет фонаря, археологи медленно продвигались между зыбкими дюнами, где после бури песок слежался в плотные, почти стеклянные корки. Впереди все отчетливее проступал странный рельеф. Песок, будто бы выжженный, образовал симметричный вал, окаймляющий полукругом часть пустынного плато. Дэвид, идя первым, почувствовал, как ботинок вдруг наткнулся на жесткую поверхность, скрытую под слоем остывшего влажного песка. Он опустил фонарь вниз, и холодный луч выхватил из темноты гладкую, совершенно прямую линию, неестественно черную, блестящую в отблесках оставшихся молний. Сара наклонилась рядом, откинула песок рукой и ахнула. Плоскость была плотно зацементирована, по ощущениям словно металл, но ни один след не оставался на ее поверхности, даже от гравия и острых камешков.
Еще 3 человека из группы стали раздвигать песок вокруг, и постепенно под тонким слоем открылась гладкая поверхность, которая, несмотря на натиск стихии, оставалась совершенно неповрежденной. Стивен осторожно провел портативным сканером вдоль края пластины. Прибор немедленно начал фиксировать крайне сильное электромагнитное излучение. Сигнал шел именно от этой поверхности, а вокруг уже собирались струйки воды, оставшиеся после бурного ливня, которые странным образом не стекали по металлу, а просто исчезали, испарялись мгновенно при соприкосновении. Джеймс поставил датчик температуры. Стрелка сразу ушла в самый конец шкалы. Поверхность плиты была почти ледяной, едва ли оживленная багровым отражением молний. Они расчистили еще несколько футов площади и увидели, что плита уходит под песок на десятки футов в каждую сторону. Никто из археологов прежде не встречал ничего подобного, и по длине, и по ширине объект значительно превышал все, с чем им когда-либо приходилось сталкиваться. На горизонте небо продолжало вспыхивать, а над поверхностью загадочного материала будто бы скользили синие отблески. Над плато витал легкий озонный запах. Оказавшись достаточно близко, Дэвид заметил, что из-под песка с двух сторон уходят вглубь некие прямоугольные выступы, по форме напоминающие гигантские лопасти или, возможно, панели. Сара дотронулась до одной из них и тут же отдернула руку. Предмет был настолько холоден, что к нему невозможно было прикоснуться дольше, чем на долю секунды. В этот момент Стивен обнаружил под фонарем изогнутую линию, пересекающую поверхность наискось. Она не была похожа ни на трещину, ни на царапину. Это оказался идеально ровный шов, будто две части материала были соединены, но при этом не было видно ни малейших следов сварки. Джеймс предположил, что это может быть своего рода соединение панелей, хотя на ощупь поверхность все равно оставалась абсолютным монолитом. Все трое сидели на корточках, разглядывая структуру и пытаясь разгадать хоть что-то в логике этого сооружения. Сигнал в рации становился все более настойчивым, и чем ближе исследователи подходили к центру объекта, тем чаще повторялись аномальные электрические импульсы на приборах. Было очевидно, объект не просто огромен, его структура уходит по меньшей мере на глубину 2 или 3 этажей под землю. Джеймс, следя за эхолокационным экраном, отметил, что под центральной частью отображается округлый массив, почти идеально симметричный. Размер выявленного образования гарантированно превышал 100 футов в длину, а ширина достигала по меньшей мере 60 футов. Внезапно из-под песка рядом с краем плиты послышался глухой звук, словно внутри что-то сдвинулось. Ветер стих, и ночная тишина стала почти осязаемой. Археологи напряглись и стали замирать, слушая, не повторится ли этот звук еще раз. Дэвид сделал пару шагов вдоль невидимого контура и заметил, что песок кое-где слабо подсвечивается изнутри. Там, где тонкая щель уходила вглубь, будто бы кто-то положил под нее синие светодиоды. Сара достала нож, зачерпнула песок с этого участка и обнаружила, что внутри материал, похожий на стекло, мерцает светом, не похожим на привычные электрические отблески. Весь лагерь, следивший за происходящим через камеры, стал тихо обсуждать находку. Руководитель группы распорядился немедленно фиксировать координаты, составлять описание и не отходить от объекта ни на шаг. На фоне ночного неба громадная структура выглядела как оставшийся после крушения корпус неведомого корабля, наполовину занесенный песком, наполовину засеченный скальными пластами. Никто не решался предположить, какими были бы размеры объекта, если бы удалось его целиком раскрыть. Пока трое исследователей пытались найти место, где песок можно было бы еще сильнее расчистить, с задней стороны лагеря присоединился еще один сотрудник, принесший мощные лопаты и комплект анализаторов. Он встал на край металлической плиты и попробовал с силой ударить по ней. Звук был приглушенный, абсолютно не характерный для железа или даже титана. Гул мгновенно прокатился по всему объекту, и датчики тут же показали новый всплеск магнитных, а затем и тепловых аномалий. Джеймс сделал фото каждого участка, на который падал свет, а Стивен быстро записывал параметры температуры, магнитного поля и координаты всех находок. Внезапно с восточного края объекта ветер принес странный запах, нечто среднее между раскаленной резиной и свежескошенной травой. В тот же момент в песке у боковой панели стали проступать еще более отчетливые линии. Они мерцали, как движение по неоновой дорожке, и явно вели куда-то под поверхность. Археологи, возбужденные находкой, совсем забыли о холоде пустыни. Каждый был уверен, что подобного случая еще не было во всей их практике. Однако самый главный вопрос, который мучил их по мере расчистки гигантского объекта, что находится внутри этого колоссального сооружения?
Чтобы узнать это, они решились на первое проникновение под загадочный купол песка, не подозревая, какие открытия ждут буквально через несколько ярдов под их ногами. Стоя перед открывшейся гладкой поверхностью, археологи быстро собрали все спасательные тросы, инструменты и фонари. Джеймс первым осторожно провел рукой вдоль контуров загадочного шва на плите, пытаясь отыскать хоть малейший зазор для инструментов. Его перчатка скользнула по абсолютно ровному краю, который был на удивление острым и в то же время совершенно безопасным, словно металл и стекло слились в единую массу. Сара поднесла датчик спектрального анализа и неотрывно следила за показаниями. Прибор сходил с ума, выдавая значения, которые никогда не появлялись раньше ни на одном исследовании. Она отступила, чтобы дать место Стивену, который уже развернул набор миниатюрных видеокамер и закрепил их по периметру, выстраивая первый круг наблюдения. Осмотрев площадку, команда заметила еще две параллельные линии, уходящие от центрального шва, как будто это были створки, плотно сомкнутые веками. Джеймс вставил между ними тонкую пластину из углеродного сплава и стал осторожно двигать по шву, но металл не поддавался ни малейшему воздействию, не изменял температуры и не издавал даже звука трения. В этот момент Сара обратила внимание. У самой кромки шва песок почему-то начал плавиться, образуя полупрозрачные капли, которые стекали прямо в невидимую щель. Она тут же подставила под образовавшийся поток пробирку и собрала несколько капель. Жидкость внутри тут же застыла, становясь похожей на черный янтарь. Вдохновленные этой реакцией, археологи приняли решение действовать максимально оперативно. Разделившись на два небольших отряда, Джеймс и Дэвид занялись дальнейшей расчисткой, а Сара и Стивен приступили к сканированию краев и сбору проб необычного материала. Один из коллег разложил по периметру модули теплового анализа, чтобы понять, не скрыто ли под песком вентиляционных выходов или других технических проемов. На дисплее появились флуоресцентные пятна, которые, по всей видимости, указывали на пустоты или технологические шахты, уходящие вглубь объекта. Дэвид с силой вогнал кол в грунт у края плиты, чтобы проверить реакцию, но даже мощный удар не вызвал никакого отклика. Поверхность поглощала всю кинетическую энергию, будто бы обволакивая металл. В разгар работы внимание исследователей привлекли слабые вибрации под ногами. Все вокруг стало едва ощутимо дрожать, а песок в местах щелей начал сдвигаться вниз маленькими волнами. Джеймс и Сара обменялись взглядами и синхронно установили акустический датчик. Тот зафиксировал низкочастотное гудение, передающееся прямо через поверхность объекта. При последующей попытке расчистить западный край, Стивен заметил маленькое углубление, которое было почти незаметно на общем фоне идеальной поверхности. Он аккуратно снял еще слой песка и обнаружил странный круглый элемент, напоминающий плоскую, идеально гладкую кнопку без каких-либо символов. Дэвид предложил использовать ультрафиолетовое излучение для проверки возможных скрытых меток. Как только на круглый элемент направили мощный синий луч, вся его поверхность вспыхнула кратковременной сеткой светящихся линий, и в этот миг над объектом поднялась волна легкого электрического разряда, пощекотавшего все приборы. Почти мгновенно прямоугольная панель, которую только что расчищали, с едва слышным щелчком на пару миллиметров ушла вниз. Песок, который держался на ней слоем в несколько дюймов, затрясся и начал ускользать через едва открывшийся зазор. Джеймс тут же скомандовал всем отойти и вызвать дежурных с лебедками и тяжелыми инструментами. Никто не знал, как поведет себя конструкция дальше. На приборе Стивена зафиксировались новые скачки излучения. Теперь частота стала стабильнее, словно внутри объекта включилась система самодиагностики. Спустя несколько секунд, когда поверхность снова стала неподвижной, археологи заметили, что в появившемся зазоре между плитой и песком мерцает тот самый странный свет, который ранее подмечал Дэвид. Вставив туда эндоскоп с камерой, Стивен вывел на экран изображение. Внутри под плитой открывалось пространство высотой не менее 6 футов, заполненное туманом синеватого оттенка, сквозь который угадывались матовые структуры, напоминающие кабели и балки. Ни один из датчиков не показал присутствие токсичных веществ в воздухе, хотя температура внутри обнаружилась близкой к нулю по Фаренгейту. В этот момент с восточной стороны лагеря раздался крик. Один из сотрудников, расположившийся на дюне для наблюдения за электромагнитными линиями, заметил, как над поверхностью объекта взметнулась тонкая дуга молнии, мгновенно рассыпавшаяся на десятки синих искр. Команда, не тратя времени, зафиксировала лебедками участок плиты и приподняла его на пару дюймов. Зазор увеличился, и под ним открылась полость, ведущая под купол из песка.
Археологи надели защитные маски, убедились в отсутствии радиации и втроем аккуратно спустились по металлической балке вниз, поддерживая друг друга тросами. Оказавшись внутри, они очутились в узком коридоре, стены которого были гладкими и абсолютно холодными. Свет фонарей отражался о странные узоры, похожие на замысловатую схему, уходящую куда-то за границы коридора. Вдоль пола струился тот самый синеватый туман, а под ногами явно ощущался ритмичный пульс, не то вибрация, не то слабое гудение работающего механизма. Сразу за поворотом коридора перед исследователями выросло нечто вроде шлюза, выполненного из полупрозрачного материала, похожего на сплав стекла и металла. Джеймс дотронулся до его поверхности, и она начала медленно светиться мягким голубым светом, словно реагируя на присутствие человека. Археологи переглянулись. Теперь у них был прямой путь к дальнейшему изучению того, что скрывалось глубже. За полупрозрачной панелью угадывалось нечто массивное, с колоссальными размерами, а в воздухе витал отчетливый запах влажного камня, смешанный с металлическими нотками. Сжимая ладони на инструментах и едва сдерживая волну адреналина, археологи понимали, внутри этого объекта их ждет нечто, что может не только изменить представление о пустыне, но и перевернуть археологическую науку. Но прежде чем войти дальше, они заметили у стены странный предмет, напоминающий полированную пластину с вплавленными в нее фрагментами неведомых материалов. Теперь им предстояло выяснить, что же за металл и загадочные стеклянные пластины лежат среди песков и тумана этого таинственного объекта. Подойдя ближе, археологи сразу переключили внимание на загадочную пластину, у которой причудливо отражался свет фонарей. Дэвид осторожно провел по ней пробойником для образцов. Не осталось ни царапины, даже самая твердая алмазная грань не оставила следа. Сара расстелила на полу кусок защитной ткани и с помощью миниатюрного магнитного манипулятора попыталась приподнять пластину, однако та не поддавалась ни малейшему усилию, даже когда все трое попытались поднять ее вместе. Поверхность оставалась абсолютно гладкой, с выраженным стеклянным блеском, при этом на ощупь материал был прохладным и отдавал незначительной вибрацией, словно внутри находился скрытый источник энергии. Стивен установил портативный анализатор на ребро пластины, прибор мгновенно выделил аномальную картину. Стекло и металл сливались воедино, но химический состав при этом был совершенно инородным, прибор не узнал ни одного знакомого элемента. Внутри структуры виднелись микроскопические спирали, искривленные в сложные геометрические фигуры. Ни в одной промышленной лаборатории подобного материала не получали. Поднесенный вплотную к пластине спектроскоп зафиксировал мощные выбросы в инфракрасном диапазоне, но поверхность при этом не нагревалась даже после длительного воздействия лазера. Пока Дэвид обследовал полупрозрачную панель, Сара обратила внимание на бесформенный кусок темного металла, лежащий чуть в стороне. Он был размером чуть больше бейсбольного мяча, но весил, судя по всему, словно массивная наковальня. Даже при попытке сдвинуть его монтировкой металл не поддавался. Материал не был похож ни на известные сплавы, ни на породы, обычно попадающиеся в подобных экспедициях. Контур оставался неправильным, но гладким, а на поверхности отчетливо проявлялись таинственные светящиеся вкрапления, образующие некую цепочку, уходящую вглубь объекта. Джеймс подключил портативный георадар и направил его на лежащий под плитой металл. Сигнал был максимально чистым, словно предмет поглощал все окружающее излучение. Прибор показал структуру с удивительно высокой плотностью, хотя анализатор даже не определил привычных для земных металлов энергетических переходов. Сара осторожно попыталась отколоть край изделия, но тот не поддавался даже при воздействии на молекулярном уровне раскаленным до бела резаком. Металл оставался неизменно холодным, без малейших следов расплава. В этот момент Стивен заметил, что на одной из стеклянных пластин начали проявляться странные гравировки. Они светились синим, словно оживали от прикосновения воздуха или движения людей поблизости. Он направил ультрафиолетовый фонарь на поверхность панели, и знаки вспыхнули еще ярче, образуя сложный многоуровневый орнамент. Каждая линия была идеально ровной, как будто выгравирована электронным лучом, а местами символы напоминали тексты, состоящие из геометрических фигур и спиралей. Стивен сделал серию снимков с разных углов и тут же переслал их на сервер базы, чтобы ученые попробовали дешифровать необычные символы. Неожиданно в пространстве за панелью раздался негромкий щелчок. Металлический кусок, на который они обратили внимание ранее, начал испускать очень мягкое свечение.
Сара достала спектрометр, замерила длину волны. Оказалось, что свет этот невидим человеческому глазу. Его фиксировали только датчики, идущие из особо высокой части спектра. Интегрированный магнитометр показал, что уровень магнитного поля в радиусе нескольких футов резко увеличился. Фрагмент металла, лежавший на полу, не реагировал ни на один стандартный магнит, ни на электростатические разряды, но как только Стивен поднес к нему индуктор, прибор отключился от перегрузки. Тем временем Джеймс, обследуя край панели, нащупал место, где стекло как будто разделялось на несколько тонких слоев, каждый из которых светился по-своему. Когда он попытался медленно провести пластинкой инструмента между слоями, та, наконец, поддалась. Часть прозрачного материала отделилась без звука, словно лед под теплой ладонью, и мгновенно затянулась обратно, не оставив трещины. Внутри этого слоя оказалась еще одна пластина, на которой виднелись миниатюрные структуры, похожие на крошечные схемы, искрящиеся под светом. Дэвид немедленно начал их фотографировать, а Сара зафиксировала температурный скачок. Слой пластин стал на мгновение совершенно горячим, затем вновь остыл до температуры окружающей среды. Не успели они толком зафиксировать эту странность, как из глубины объекта донесся гул, будто огромная машина медленно запускалась в движение. Из-за пластин, собранных в углу под потолком коридора, начали выпадать маленькие прозрачные шарики диаметром с горошину. Они катились по полу, не издавая ни звука, как будто поверхность была идеально гладкой. Стивен осторожно взял один из шариков щипцами, поместил в герметичный контейнер для образцов и включил несколько анализаторов. Ни одного из приборов не удалось зарегистрировать состав вещества. Оно оставалось полностью анонимным для всей техники, словно создано из пустоты. В этот момент в полумраке за одной из панелей появился новый эффект. На поверхности виднелась сетка микроскопических каналов, наполненных светящейся голубой жидкостью. Сара провела детектором и определила, что жидкость не испарялась даже при попытке нагреть ее с помощью внешнего источника. Каналы продолжали светиться и словно подсвечивали в стене вход в неведомое помещение, скрытое за стеклянной толщей. Прибывший с поверхности техник принес еще один комплект оборудования, снабженный мощным лазерным резаком. Попытка прорезать край металлической плиты не принесла результата. Луч просто рассеивался, оставляя поверхность совершенно нетронутой. Даже после 5-минутного контакта ни одна молекула металла не изменила свою структуру. Стивен улыбнулся и отметил в журнале: впервые за все время раскопок они столкнулись с материалом, который не поддается ни одному современному инструменту. Джеймс записал в журнале все найденные образцы, а Сара пометила каждое место находки специальным маркером, чтобы потом исследовать их в лаборатории. В этот момент их внимание привлек странный шум позади, словно кто-то дотронулся до внутренней части стеклянной панели. Над поверхностью появились новые ряды символов, а синие огоньки заструились по стенам. Вся команда на несколько секунд замерла, наблюдая, как на потолке появляются спиральные узоры и круги, то затухая, то вспыхивая с новой силой. Исследователи быстро обменялись взглядами. Ситуация становилась все более загадочной. За этими неразрушимыми материалами явно скрывалось что-то по-настоящему необычное. Но, несмотря на огромное количество вопросов, археологи понимали, им нужно идти глубже, чтобы выяснить, какие тайны хранит этот объект и что за жизнедеятельность оставила такие странные следы в недрах гигантского аппарата. Двигаясь дальше по коридору, археологи сбавили шаг, когда луч фонаря Дэвида высветил на стене первую цепочку странных символов. Узоры были встроены прямо в металл, словно испещряли его слоистыми вкраплениями, но каждая линия светилась ровным приглушенным синим светом и не исчезала, даже когда исследователи перекрывали доступ фонарей. Джеймс попытался зафиксировать рисунок на планшете, но оптика не передавала оттенков. Изображения выглядели почти невидимыми, хотя вживую каждый символ буквально вырезал из тьмы плоские геометрические формы. По стене тянулась полоса, в которой угадывались повторяющиеся знаки, треугольники, пересекающиеся окружности и маленькие спирали, отделенные друг от друга идеально ровными промежутками. Сара тут же записала каждый шаг и вскоре обнаружила, что символы не просто идут вдоль стены, а еще и уходят вглубь пола и потолка, образуя своеобразную сетку. При попытке прикоснуться к одному из знаков датчиком плотности, прибор едва не выскользнул из рук. Поверхность оказывалась скользкой, но в то же время невероятно твердой, словно состояла из двух несовместимых материалов. На фоне ровного гудения в коридоре явно слышались негромкие, едва ощутимые щелчки, будто бы внутри стен что-то перекатывается, откликаясь на приближение исследователей.
Глубже в туннеле обнаружилась прямоугольная ниша, в которую был вмонтирован блок странного устройства. На его поверхности угадывались особо крупные символы, причудливые петли, пересекающиеся рамки и спираль с ярко-голубым центром. Джеймс провел анализатором по блоку, и почти сразу на экране прибора проявились фрагменты микроскопических соединений, скорее всего, схема контроля или передачи сигнала. Дэвид попробовал приложить к устройству металлоискатель, но тот не зафиксировал привычных для сплавов отклонений, как будто материал либо не являлся металлом, либо был экранирован полностью. Справа от ниши обнаружился еще один странный объект. На полу виднелся пятно, напоминающее отпечаток, будто бы здесь недавно стояла массивная нога с 3 вытянутыми пальцами. Сара нагнулась ближе, чтобы сфотографировать след, и почувствовала легкий озоновый запах, исходящий непосредственно из углубления. Температура внутри отпечатка была заметно ниже, чем в коридоре, а по краям можно было разглядеть миниатюрные капли прозрачного геля, который мгновенно испарялся при попытке собрать его пробиркой. Стивен начал исследовать противоположную стену, где уже проглядывались более сложные композиции. Здесь символы складывались в цепочки, причем некоторые из них начинали мерцать по мере приближения магнитного анализатора. Несколько знаков постепенно проявлялись прямо на глазах, как будто реагировали на тепло человеческого тела или вибрацию шагов. Рядом находился круглый, слегка вогнутый элемент, по форме напоминающий панель управления. При поднесении к нему пластиковой линейки все окружающие знаки начали мигать, один даже коротко вспыхнул ярко-зеленым. В дальнем конце прохода внимание археологов привлекла секция стены, покрытая почти неописуемыми иероглифами. Они были настолько сложны и плотны, что напоминали микросхемы или детали неизвестного языка программирования. Джеймс сделал серию макроснимков для последующего анализа, а Сара отметила в журнале, что некоторые знаки дублируются с разными вариациями, от простых фигур до многоуровневых структур. Здесь же под слоем пыли обнаружился крошечный предмет, похожий на осколок прозрачного кристалла, внутри которого угадывались крошечные пузырьки, плавающие в вязкой голубой жидкости. Пока Дэвид занимался этим фрагментом, на потолке туннеля открылась новая загадка. Над головами всех троих появилось странное пятно синего света, двигающееся вдоль линии символов, будто тень от невидимого объекта. На этот раз туман, заполнявший проход, начал редеть, позволяя рассмотреть 2 дополнительные панели на стенах, где располагались наборы знаков, явно отличавшихся от предыдущих. Эти символы напоминали нечто вроде стилизованных отпечатков рук, только с вытянутыми фалангами. В одном из углов коридора Джеймс нащупал нишу и с помощью миниатюрной камеры заглянул внутрь. В защищенной прозрачной колбе находилась тонкая сетка, на которой застыли светящиеся сгустки. От сетки расходились крошечные проводники, уходящие в стену. По всей видимости, именно здесь проходил некий поток энергии. Стивен попытался измерить силу поля, но все датчики сразу зашкалили, будто устройство не впускало никакие чужие сигналы. Сара тем временем заметила еще один след на полу. На этот раз не отпечаток, а рисунок, выгравированный прямо в металле. По форме он напоминал овал с сотнями микроскопических точек по краю. Она провела пальцем по краю овала, и поверхность тут же запульсировала легким холодом. Сразу после этого один из знаков на стене рядом окрасился в изумрудный оттенок, а звук в коридоре на мгновение стал громче. Вскоре археологи вышли к разветвлению, где коридор уходил в обе стороны, и на каждом из новых проходов располагались все новые и новые знаки, ни один не повторялся. Некоторые из них меняли яркость, другие же оставались тусклыми, вне зависимости от внешнего воздействия. С этого момента исследователи поняли, найденные символы не просто украшение или маркировка, а, возможно, система сигналов или даже форма коммуникации тех, кто оставил в пустыне этот гигантский объект. Параллельно с поиском значений символов, археологи столкнулись и с другими следами жизнедеятельности. На стенах то и дело проявлялись длинные линии, напоминающие следы хвоста или длинных конечностей, оставленные много лет назад. На полу, в отдельных участках, находились маленькие вмятины и специфические круги с ровным краем, внутри которых иногда мерцали сгустки тумана. Ни один прибор не зафиксировал биологической активности, однако химический анализ показал наличие необычного кислорода и редких соединений, не встречающихся на поверхности пустыни. Исследовательская команда фиксировала все следы, фотографировала каждый символ и собирала образцы там, где это было возможно. Атмосфера внутри объекта была пронизана ощущением работы сложного механизма. По мере продвижения все увеличивалось количество и плотность проявлений, а крошечные капли геля и сетка светящихся каналов ввели все глубже внутрь.
Чем дальше они заходили, тем отчетливее становилось. Каждый элемент от отпечатка до гравировки служит не только свидетельством загадочной жизнедеятельности, но и ключом к пониманию сути артефакта, который продолжал открываться все удивительнее. Теперь археологов ждали аномальные артефакты и находки, которые не вписывались ни в одну из привычных категорий. Продвигаясь внутрь по все более извилистым коридорам, археологи внезапно выходят в зал, где сразу бросается в глаза длинный ряд цилиндров, встроенных в стены. Каждый цилиндр заключен в прозрачную оболочку, а между слоями материала плавают крошечные блики света, словно внутри застыли микроскопические молнии. Джеймс осторожно касается одного из цилиндров анализатором. Тот фиксирует температуру чуть выше 0 по Фаренгейту и слабое переменное магнитное поле. Сара снимает отпечатки внутренней поверхности на электрощуп. Остаются ровные, идеально параллельные линии, будто цилиндр внутри выполняет некую механическую функцию. В одном из углов внимание привлекает массивная резонансная решетка. От нее расходятся тончайшие провода, каждой толщиной не более человеческого волоса, уходящие в толщу стены. При прикосновении к решетке раздается едва слышимый гул, вибрация мгновенно уходит по полу, а по концам стальных нитей пробегают синие искры. Стивен делает серию коротких замеров. Проводники демонстрируют сверхпроводимость, но окружающая температура остается стабильно низкой. Дальше среди странных устройств обнаруживается контейнер, внутри которого плавает полупрозрачная субстанция. Легчайшее движение воздуха заставляет жидкость светиться розовым и голубым, и тут же по поверхности контейнера появляются волнистые узоры, словно кто-то только что провел по нему пальцем изнутри. Сара делает пробы воздуха вокруг, фиксируется неизвестное соединение с высоким содержанием редких изотопов кислорода. Колбе не вредит ни механическое, ни тепловое воздействие. Даже после получасового нагрева структура субстанции не изменяется. В соседней нише расположен предмет, напоминающий человеческое сердце, но выполненный из совершенно неизвестного материала. Он заключен в прозрачный блок, а внутри просматриваются слабо мерцающие волокна, соединенные с серебристыми прожилками. Стивен настраивает биочип-сканер, датчик регистрирует минимальные пульсации внутри объекта, однако признаков известной органики не обнаружено. Вокруг артефакта температура ниже окружающего пространства, что вызывает конденсацию пара. В контейнере фиксируется повышенная влажность, а уровень электростатического поля зашкаливает. Вдоль стены выстроены ряды сфер, каждая из которых наполнена голубым туманом. Одна из сфер неожиданно откатывается в сторону, и внутренняя поверхность издает короткий металлический щелчок. Джеймс осторожно проносит анализатор рядом. Прибор теряет сигнал, словно внутри сферы возникает сильнейшее экранирующее поле. Он пробует проколоть оболочку тонкой иглой для образцов. Материал не поддается даже при значительном усилии, а на поверхности после контакта появляется яркая флуоресцентная точка, которая вскоре исчезает. Далее, за поворотом коридора, Сара обнаруживает панель с сетью микроскопических каналов, по которым циркулирует голубая жидкость. Она пытается забрать каплю в пробирку, но жидкость моментально распадается на мелкие фрагменты, исчезающие без следа. Дэвид отмечает, что панели покрыты микрогравировкой в виде концентрических колец. При проксимальном воздействии лазера кольца светятся по очереди, как бы отвечая на внешний стимул. Из затененного угла доносится необычный шорох. Джеймс освещает пространство и видит нечто вроде тонкой трубки, в которой заключено существо, отдаленно напоминающее земного моллюска. Оно не движется, но внутри прозрачного тела явно циркулирует жидкость, меняющая окраску при освещении ультрафиолетом. Стивен берет быстрый микроскопический анализ и получает аномальные данные. Структура клеток не похожа ни на одну известную земную форму жизни, а биохимический спектр указывает на странные белки и органику на основе кремния. В этом же зале под выступом пола Сара находит россыпь крошечных костей, заключенных в янтареподобную смолу. Внутри смолы застыли органические фрагменты, по форме напоминающие суставы и мелкие позвонки. Прибор определяет наличие неведомых минеральных соединений и следы белковых структур, но генетический анализатор не способен считать даже кусочек последовательности ДНК. При попытке извлечь одну из костей смола становится хрупкой и рассыпается, превращаясь в светящийся порошок. В дальнем конце помещения, за очередной стеклянной преградой, команда замечает 3 параллельных ряда узких контейнеров.
В каждом цилиндр с зеленовато-голубым гелем, внутри которого плавает то, что выглядит как зачатки неведомых существ. Вытянутые плотные тела, частично сформированные внутренние структуры, сложная система каналов, наполненная жидкостью. Лабораторный сканер Джеймса регистрирует слабое электронное поле вокруг каждого объекта. Все попытки получить доступ внутрь блокируются тем же невидимым полем, которое, похоже, защищает и жизнедеятельность, и структуру артефакта. В этот момент Стивен обращает внимание на пол. Прямо под их ногами, едва различимые в тумане, виднеются отпечатки, которые явно не оставлены человеком. Следы имеют удлиненную форму с несколькими ответвлениями и уходят за пределы видимости. Сара отмечает их расположение на схеме и собирает образец поверхности. Анализ фиксирует наличие редких металлов, которые почти не встречаются на Земле. Осматривая боковые панели, Джеймс находит углубление с остатками некой субстанции, по виду напоминающей высохший гель. Дэвид собирает пробу и сразу отмечает, вещество быстро разлагается на свету, однако при этом выделяет резкий озоновый запах. Внутри геля фиксируются следы необычных углеродных цепочек, не характерных для земных организмов. Тем временем Сара, проходя вдоль одной из стеклянных перегородок, замечает на внутренней поверхности крошечный сгусток нитевидных структур, наполовину погруженный в металл. При освещении микроскопической лампой внутри сгустка начинает шевелиться темная жидкость, а на поверхности проскакивают короткие электрические заряды. Джеймс пробует воздействовать полем минимальной силы, и структура буквально исчезает, растворяясь в стекле без следа. Чем глубже продвигались археологи, тем больше аномальных артефактов и неожиданных биологических находок обнаруживалось внутри гигантского объекта. Сотни образцов были зафиксированы и отмечены для последующего анализа, хотя уже сейчас стало ясно, ни один из них не поддается полному объяснению ни с технической, ни с биологической точки зрения. И хотя ответы на природу этих материалов и существ пока оставались недостижимы, именно здесь, среди мерцающих панелей, кристаллических контейнеров и бесформенных останков, оживал настоящий научный ажиотаж, который должен был раскрыть еще более странные тайны в глубине этого объекта. Археологи понимали, за каждым поворотом их ждут новые загадки, и только самые смелые гипотезы ученых могли дать хоть краткий шанс понять, с чем именно столкнулась команда под куполом пустыни. Пока свежие образцы подготавливались к отправке на поверхность, в лагере уже бурлила работа. Ученые со всего мира подключались к онлайн-совещаниям, чтобы обменяться первой расшифровкой данных и гипотезами. Группа химиков и материаловедов, используя экспресс-лабораторию, приступила к сканированию структуры найденных стеклянных пластин и металлов. Данные показывали, что ни один известный земной элемент не совпадает по спектру с полученным материалом. Сразу 3 независимых команды пытались воспроизвести хотя бы часть аномального стекла, нагревая его до 1000 градусов по Фаренгейту, охлаждая жидким азотом, обрабатывая мощнейшими магнитными полями, но все попытки приводили либо к полному разрушению структуры, либо к ее превращению в обычный кварц. Научный руководитель лаборатории в Лондоне подключился к обсуждению ровно в тот момент, когда перед ним развернули увеличенное изображение крошечных схем, найденных внутри прозрачных панелей. Микрофотографии раз за разом демонстрировали структуру, похожую на органику, сплетенную с техникой, что в очередной раз подтверждало, внутри объекта применены неизвестные науке принципы синтеза материалов. В полевой лаборатории археологи и биологи сосредоточили внимание на извлеченных образцах тумана и странных сфер. Газовые анализаторы выдавали каждый раз новый результат. Состав с переменным содержанием редких изотопов не встречался ни в одной земной пробе. Одна из новейших гипотез — внутри объекта поддерживается искусственная среда, необходимая для жизнедеятельности или консервации чужеродных биоструктур. Пока химик разбирался с образцами жидкости, другой профессор, подключив раму с магнитами, попытался воздействовать на плавающего внутри цилиндра моллюска. Существо реагировало изменением цвета и слабой электрической активностью. Биологи сразу же сделали вывод о возможных механизмах передачи сигналов внутри объекта. Параллельно инженеры, изучавшие сверхпроводящие нити и резонансную решетку, создали подробный план всех скрытых каналов. Используя переносной ультразвуковой сканер, они выявили сотни микротрубок и замкнутых полостей, распределенных по всему периметру объекта. Попытки направить туда слабый электромагнитный импульс вызывали кратковременные скачки поля, сигнал отражался как в идеально экранированной оболочке.
Техническая команда оперативно разрабатывала новые методы диагностики, чтобы проникнуть глубже под непроницаемые слои, собрав данные для своих лабораторий. Группа лингвистов тем временем работала с макроснимками символов. Несколько повторяющихся последовательностей уже удалось привязать к умозрительным функциям. По расположению и контексту отдельные знаки относили к категориям управления, энергия и изолятор. Для сопоставления структуры языка использовали программные алгоритмы, которые ранее применялись для дешифровки древних письменностей Центральной Америки. К концу смены Стивен получил отчет. Последовательность знаков на стенах могла служить не только для передачи информации, но и для активации скрытых механизмов, причем определенные комбинации включались только после акустического воздействия. Когда биологи завершили экспресс-анализ костей, собранных в янтареподобной смоле, они обнаружили уникальные аминокислоты, не характерные для земных форм жизни. Инженеры из соседней лаборатории тут же попытались реконструировать структуру белка, подогнав модель под известные схемы биомеханики. Результаты показали, найденные организмы способны выдерживать экстремальное низкое давление и температуру, что предположительно объясняет столь необычную конструкцию внутренней среды объекта. В соседнем отсеке, где работал Стивен, испытания с электростатическим индикатором выявили наличие крошечных точек, в которых уровень напряжения превышал 200 киловольт на квадратный дюйм. В этот момент Джеймс получил сигнал с одной из камер глубокого обзора. На дне цилиндрического резервуара начали самопроизвольно светиться хроматические кольца. Вся команда бросилась к месту находки и увидела, как из геля внутри контейнера медленно поднимается крошечное тело, напоминающее личинку с множеством тонких отростков. Приборы тут же зафиксировали новый всплеск магнитного поля, а воздух в помещении стал плотнее, что свидетельствовало о внутреннем изменении давления. Техника продолжала фиксировать новые эффекты. Инфракрасные сенсоры зарегистрировали внезапное понижение температуры на 50 градусов по Фаренгейту, а рентген выдал размытое изображение крупных структур, скрытых глубоко под текущим уровнем пола. По экстренному каналу связи на лагерь вышли сотрудники зарубежных обсерваторий, которые заявили: аномалия магнитного поля теперь заметна не только локально, но и в радиусе нескольких миль, и ее интенсивность продолжает расти. Радиофизики, срочно отправленные в пустыню, начали прокладывать сеть дополнительных датчиков, чтобы понять, с чем связано усиление сигнала. Между тем в поле появились первые беспилотные аппараты для разведки, оснащенные мощными датчиками и тепловизорами. Два из них тут же зафиксировали слабое сейсмическое дрожание ниже объекта, а при попытке просканировать глубинную структуру стало ясно. Найденный корпус уходит вниз минимум на 70 футов, и внутренние камеры соединяются между собой множеством узких туннелей. Робототехники немедленно начали разрабатывать план для погружения мини-дронов внутрь наиболее узких и труднодоступных частей. Пока лагерь кипел обсуждениями, к объекту подъехала военная группа для организации дополнительной периметровой защиты. С их помощью были выстроены временные лабораторные боксы для хранения образцов при постоянной температуре и влажности, а также перенесены все данные на защищенные носители. Координация с лабораториями на других континентах позволила оперативно запускать новые эксперименты, а специалисты-биоинженеры уже строили модель возможной схемы развития форм жизни при отсутствии известных земных факторов. На каждом этапе исследований появлялись все новые вопросы. Одновременно в нескольких лабораториях шли попытки восстановить структуру неразрушимых стеклянных пластин, изолировать биохимические цепочки неизвестных существ, а фокусированный анализ магнитоэлектрических полей внутри купола дал неожиданный всплеск активности. Возможно, за неосвоенными коридорами скрывались новые камеры и материалы, которые только ждут своего часа для открытия. Несмотря на возрастающее напряжение, команда археологов и ученых не прекращала работу ни на минуту. Каждый образец, каждый отпечаток и даже сами аномалии среды внутри объекта превращались в отдельную задачу для десятков специалистов. С каждым новым открытием они все ближе подходили к пониманию того, какой разум, технологии и формы жизни скрывались под куполом песка, и что еще ждет впереди в исследовании этого грандиозного объекта.